О чем она никогда вам не скажет. Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы как-то, может быть, в последнее время занимаетесь вплотную зарабатыванием денег. Здесь стоит остро вопрос финансов, потому что был период, когда были финансовые проблемы. Сейчас пытаетесь выруливать. Возможно, даже доходы пошли у вас выше. Это может быть какая-то подработка, это может быть внеплановая, внеурочная работа. Да? Кто-то, возможно, даже поменял работу с более высокой оплатой. Вы человек, которого вот как бы дьявол периодически искушает, можно так сказать, да? У кого-то это проиграется, что были у вас по жизни женщины-соблазнительницы такие, которые пытались вас соблазнить, но вы не повелись. Вот вы настолько устойчивый такой человек, сильный духом, что даже какая бы красотка вас не искушала, вы не велись. Почему не велись? Несмотря на то, что вы безумно страстный мужчина. Было тяжело порой. Было тяжело. Все потому, что вам не хотелось рушить свои отношения. Да? Вот вы не хотели идти на измену. Хотя были разные красоточки, которые пытались вас искушать, либо же ситуации были, которые могли легко расположить к измене. Да? То есть на раз-два вы могли бы сходить налево, но вы этого не делали. Кого-то, возможно, как бы дьявол искушал рюмочкой чая, да? То есть были периоды, возможно, у кого-то сейчас такой период, когда напиточками разными, да, вот горючими такими напиточками вы были искушены, но вы как-то очень быстро выкарабкались, да, был, может быть, короткий такой период, когда вы с этой рюмочкой обнимались очень часто, с бутылочкой и так далее. Но выкарабкались, потому что, опять же, вы сильный духом человек, который может сам себя выдернуть из разной такой нехорошей пучины, из любого болота, вы себя можете спасти сами. Вы человек скорости, возможно, любите скорость, может быть, любите какие-то даже виды спорта, не обязательно там заниматься, а даже смотреть, может быть, гонки любите, там какие-то, я не знаю, там скачки, все что угодно, ну то есть все, что связано со скоростью. Давайте как раз сделаем маленький опрос, напишите, какой вид спорта у вас любимый? Либо вы занимаетесь, либо раньше занимались, либо же вот какой вид спорта вы любите просто смотреть, да? Часто футбол мужчины смотрят, хоккей там, я не знаю, гонки очень любят. А вот какие виды спорта любите вы? Так, далее, что еще? Нам поведают о вас. Вы очень любите похвалу. Как же вы любите похвалу? Особенно мне показано, что для вас ценная похвала от любимой женщины. Так всегда было, так есть и так будет. Вот для вас просто жизненно необходимо, чтобы вас ценили и вас хвалили. Но не всегда, далеко не всегда вы это слышали в свой адрес. Как я уже сказала, вы очень такой страстный человек, возможно, даже огненного знака зодиака у кого-то проиграется. Работа у вас в руках спорится, это точно. Вы не будете тупить, тормозить. Вы, если что-то делаете, то делаете это быстро, возможно, даже несколько дел одновременно. Человек добрый, человек солнечный, к которому тянутся люди. Опять-таки мне показывают уже не первый раз в сигнификации, что либо вы сейчас находитесь где-то не там, где живете, да, может быть, в другом городе, может быть, в командировке. Либо же здесь еще могут, знаете как, ну вот мне постоянно почему-то идет информация, что либо это планы уехать куда-то, либо вы сейчас находитесь там, где далеко от дома, либо планируете поменять дом, может быть, за границу уехать, в другой город, как-то поменять свое место жительства. Поэтому вот
обдумывайте, взвешивайте все за и против, потому что есть много таких вот нюансов, которые вас могут стопорить. И, в принципе, даже вот у кого-то из вас могут быть такие, знаете, вот мысли, хотелки, вот все сменить, уехать, реально переехать, эмигрировать, может быть. Но вас могут держать либо же родители, там, допустим, у кого старенькие, немощные родители, у кого-то, может быть, дети, да, вот не хочется далеко от ребенка уезжать. Это несмотря на то, что вы живете не вместе. Поэтому тоже могут проиграться вот такие разные моменты. Сердечко, в принципе, я бы сказала, что у большинства из вас, ну, не занято, абсолютно не занято. То, что романы кто-то крутит, это однозначно, это я тоже вижу. Но сердце пока в поиске, да. Ну, давайте, мальчишки, смотреть, что же за женщина пришла к нам на расклад и чего она вам никогда не скажет, в чем она, может быть, не признается. Что за женщина пришла? Ох, какая с характером. Женщина, которая любит быть на пьедестале. Вот она такая звезда королевишна. Она любит, когда ее кружат, когда ее хвалят, когда все так, как хочет она. Характер может быть такой жесткий, мужской даже я бы назвала, склочный, могут быть частые претензии от нее, ну, либо же раньше были. Она может быть, ну, реально такая скандалистка, когда придирается по поводу и без повода. Не так сел, не так стал, не так сказал, еще что-то, да. Хотя собой она, в принципе, очень даже не дурна, пытается на людях быть очень такой приветливой, очень мягкой такой, знаете. Ну, то есть она дома и на людях. Это как будто два разных человека. Большая любительница подарков, большая любительница комфорта. Часто с людьми общается по выгоде. Но сама, в принципе, вот если брать ее доходы, сама она много не зарабатывает. Поэтому, как правило, она ищет богатеньких буратин, то есть спонсоров, да, как вы понимаете. Давайте-ка смотреть, чем же она с вами связана. Ну, в принципе, это понятно, да, но сейчас мы давайте уточним. Ну, это, скорее всего, она у нас вышла императрицей, скорее всего, это был либо же брак, да, официальный, гражданский, неважно. Это могла быть мать ваших детей, да. Вот она такая вся из себя дама. Такая красотка, может даже проиграться у кого-то. Вы на нее ставили очень большие ставки. Вы считали, что вот это ваша женщина по судьбе, что вот она такая единственная, неповторимая. Но она вам доказала обратное. Итак, чего же она вам никогда не скажет? Давайте разбираться. Она никогда не признается в том, что она пыталась магически воздействовать на вас. Пренеприятнейший сюрприз, правда, ребят? Вот особенно кто не знает. Был момент, может быть, кто-то из вас и знает об этом случае, да, когда она начала ходить направо-налево, и ей нужно было, ну, как бы это мягко вам сказать, ну, немножечко вас устранить, да. Я не имею в виду туда к праотцам пойти, нет. Ну вот она то ли отворот делала, да, ну как-то это все неумело было, либо же она к таким специалистам обращалась. Человек, который хотел воздействовать магически на вас, да, вот я про нее говорю, но она толком не понимает, как магия работает и что она навредила самой себе. То есть на вас это, в принципе, особо в полной мере не отразилась магия. Хотя могут быть последствия, но опять же это в индивидуальном плане. Нужно смотреть каждого из вас, да, ну, диагностику делать. Но то, что по ней ударит отголосочек, либо уже ударил, это однозначно. Она никогда не признается. Ей очень хотелось выйти замуж за другого человека, который ей на тот момент казался более перспективным.
И поэтому нужно было, конечно, от вас, ну, каким-то образом избавиться. Далее, в чем она еще вам не признается? Сейчас я еще один момент уточню. Мне не очень хорошая идет информация. Кто-то из ее подружек, может быть, сестра у кого-то проиграется, может быть, мать ее тоже может проиграться, подбивали ее на походы налево. То есть за какими-то посиделками, вот девичниками, там где угодно, на работе, может быть. Вот ей вливали в уши разные нехорошие вещи. Под этим воздействием тоже она, ну, как бы прислушалась, да. Ей так красиво это все преподнесли ее подружки, которые точно так же изменяли своим мужчинам. Они подбивали и вашу бывшую женщину. Ну и к чему это привело, вы сами видите, это привело к башне, да, то есть ее измена привела к разрушению ваших отношений, либо же семьи. Она никогда вам не признается, что это подружки, либо там родственники приложили руку к тому, что она вот пошла налево. Она никогда не признается, что она, в принципе, она понимает, что брак разрушила она, ну, либо же отношения. Она будет выкручиваться. Вот при вас, может быть, она пытается как-то оправдываться, там, может быть, даже на вас наезжать, да, в чем-то даже вас может обвинять. Но на самом деле она прекрасно понимает, что накосячила она. Она это понимает. Она понимает, что она ситуацию уже не исправит. Поэтому, конечно же, зачем ей признаваться? Это выше ее гордости. Она очень гордый человек. Она никогда не признается. Она вообще, я думаю, она по жизни даже не умеет, наверное, просить прощения. Может быть, очень редко она это делает. И то, если ей нужно позарез с человеком помириться, может быть, по выгоде какой-то, да. Она не прогнется, но она понимает, что виновата она. В чем еще? В чем еще она никогда не признается? Был момент, когда она избавилась от вашего ребенка. То есть был сделан аборт, о котором вы не знаете. Тоже такая история проиграется. Причем это было в период, когда вроде бы все было хорошо, любовь-морковь. Понимаете? И на тот период, на тот момент вы очень хотели ребенка. Возможно, даже вы просили ребенка, но она не хотела, потому что хотелось красиво пожить для себя. Ой, какой кошмар. Так, еще о чем она никогда вам не признается. Это вообще трэш, ребят. Сегодня такой, знаете, расклад, и у меня в самой просто уже мурашки бегут от той информации, которую я вижу. У кого-то из вас даже проиграется, ребят, что, ну я даже не знаю, вот каким словом после этого можно назвать эту женщину, уж простите. Когда вот у вас начали ухудшаться отношения, как будто ей доставляло удовольствие ранить вас, вот делать больно, как будто ей это доставляло радость, ну, такой какой-то кайф особый, вот ваши страдания, переживания. Когда вот вы начали ругаться, когда у вас пошел такой холод, отторжение в отношениях, она специально говорила, либо делала какие-то гадости, чтобы вас выбесить, позлить, да, может быть, на какую-то больную точку надавить вам. Вот она кайфовала. И получается, что вот вы, да, император такой сильный мужчина, который, в общем-то, многим не по зубам в социуме. Но вот в семье вы были, ну, как будто, вот знаете, такой, как уничтоженный, просто уничтоженный ее злостью, ее ненавистью какой-то. Вот эти вот две карты очень классно показывают, да, вот ваше состояние. Сильный человек, сильный император, которому вонзают 10 ножей в спину. И вонзает эта женщина. Поэтому ей было в кайф ранить вас. Ей было в кайф, ребят. Поэтому подумайте, особенно те, кто мечтают
вернуть эту даму. Еще что? Еще что она никогда вам не скажет. Знаете, сейчас я уточню. Я в шоке, ребят. Была какая-то ситуация, возможно, она не у всех, конечно, проиграется, поскольку общий расклад. Это была какая-то, может быть, я не знаю, вечеринка, день рождения, какое-то празднество, где угодно это может быть. Ну, что-то отмечали с рюмочкой чая, там под шофе люди были. Это была измена у вас под носом, грубо говоря. Это была измена совсем рядом, ну, чуть ли не за стенкой, вот, грубо говоря, да, допустим, вы в одной комнате, она пошла в другую. Она об этом тоже никогда не скажет, но есть люди, которые это знают. Возможно, опять же, ее близкий круг, ее подружки, приятельницы, там, сестрички, если есть. Но я в шоке, понимаете? Вот какой-то сегодня такой расклад, это удар ниже пояса, да, вот те, кто из вас узнают какие-то новые факты. Я думаю, знаете, этот расклад поможет вам многим открыть глаза на человека, с которым вы жили. Ну, давайте еще немножечко напоследок посмотрим, что она еще никогда вам не скажет. Живя с вами, она всегда находилась в поиске. Ну, я не беру во внимание там первые, может быть, годы, либо месяцы, когда было вроде бы все хорошо. Она постоянно, вот у нас туз жезлов и туз кубков, да? Она постоянно находилась в поисках любовников, приключений, да, постоянно ей хотелось какой-то развлекухи. То есть вы вкладывались, вы пылинки с нее сдували, а человек постоянно находился в поиске. Об этом, естественно, она тоже никогда вам не скажет. Зачем жила тогда? Зачем? Вот, мои хорошие, ответ на все ваши вопросы. Вот я думаю, кто досмотрел сегодня видео до конца, ну реально у вас откроются глаза. Она с вами играла в любовь. Даже в начале она играла с вами в любовь. Вот карта вранья, карта любви, да, и комфорт. Вот вы человек, который давал ей все блага, ну, по крайней мере, пытались в мере своей возможности дать. Это было вранье постоянное. Об этом, конечно, она тоже вам никогда не скажет, но поскольку нам карты сегодня открыли глаза, да, на все ее проделки, напишите, может быть, что из сегодняшней ситуации вас больше всего шокировало, о чем вы, может быть, не знали, но догадывались. Напишите, потому что даже я в шоке, хоть я, в общем-то, к этим ситуациям и не причастна, но Таро сегодня довольно жесткую информацию нам дало. У кого-то это, ну, реальный такой внутренний переворот произойдет из вас. Поэтому, ребят, пишите, что вы думаете по поводу той информации, которую сегодня получили. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!